Армянский квартал – самый недоступный для туристов район старого города Иерусалима. Сегодня я покажу вам самые потайные места этого квартала, доступ в которые обычному туристу закрыт. Друзья, привет! Мы в Иерусалиме. Сегодня у нас абсолютно уникальная экскурсия по тайным уголкам армянского квартала. Я уверена, что вы в этих местах не были, ну, по крайней мере, большинство из вас. Поэтому меня сегодня в кадре не будет, потому что это организованная экскурсия, и я буду стараться много снимать. Поэтому не пропустите это видео. Я думаю, оно стоит того. Но для начала немного занимательной истории. Армянская община считается самой древней христианской общиной Иерусалима. В 301 году нашей эры Армения приняла христианство в качестве национальной религии, и армянские монахи поселились в Иерусалиме. Во время крестовых походов армянская община резко разбогатела, и это очень интересный момент. В 1099 году крестоносцы завоевывают Иерусалим. Иерусалимом правит король, и здесь возникает проблема. Королям, пришедшим из Европы, негоже жениться на простолюдинках, а жениться нужно. И кто же здесь есть самый достойный? Армяне-христиане. Так, почти все королевы времен крестоносцев были армянки. После падения королевства крестоносцев в 1291 году и захвата Святой Земли мусульманами отсюда бежали все христиане, кроме армян. Им удалось договориться с мусульманами, чтобы те позволили им остаться в Иерусалиме. Не просто так, разумеется, а взамен на уплату налога для неверных. Ну а теперь о самом квартале. Армянский квартал имеет собственную крепостную стену, отделяющую его от других кварталов. Единственная открытая часть квартала, доступная для всеобщего посещения, это дорога армянского патриарха, которая идет от Явских ворот до Сионских, вдоль Иерусалимской крепостной стены. Мы начинаем наше знакомство с армянским кварталом с монастыря Святого Спасителя, который находится за пределами старого города, на Сионской горе. Сегодня этот монастырь открывает нам свои двери. Во дворе монастыря древние погребальные плиты, а подарочными сводами саркофаги армянских патриархов. Здесь погребены самые почитаемые священнослужители. На территории монастыря находится часовня, построенная на месте, которое традиционно отождествляется с домом первосвященника Анны. В часовне можно увидеть первую темницу Иисуса, где он содержался в ночь ареста, прежде чем был отведен к первосвященнику Кияфе. В алтарной части камень, который, как считается, запирал вход в погребальную пещеру Иисуса. Главный духовный центр армянской общины Иерусалима – собор святых Иаковов.
Собор посвящен двум Иаковам. Апостолу Иакову, брату Иоанна Крестителя. Он был обезглавлен по приказу царя Иудеи Ирода Агриппа I в 44 году нашей эры. Согласно преданию, его казнь произошла на месте, где был построен этот собор. Второй Иаков – брат Иисуса Христа, который после распятия Иисуса возглавил христианскую общину, став первым епископом Иерусалима. В 62 году он был схвачен по призыву первосвященника Анны и забит камнями разъяренной толпой. Его останки захоронены под главным алтарем храма. У главного входа в собор два била – деревянное и металлическое. В османский период турки запретили христианам пользоваться колоколами, и вот эти приспособления заменили монахам колокола. Собор открывают всего на полчаса, в 3 часа ночи и в 3 часа дня. Нам посчастливилось попасть на церковную службу. Слева располагаются 3 часовни. Первые 2 посвящены епископам Иерусалима, а третья – это святая святых храма, место гибели и захоронения головы апостола Иакова. Вы знаете, то, что меня поразило и стало для меня настоящим открытием, это армянский крест. Он очень сильно отличается от привычных нам крестов. Это крест, который цветет. Когда на него смотришь, нет ощущения скорби. Если в западноевропейской традиции крест несет посыл на страдание и жертву, то здесь совсем другое. Армянский крест – это древо жизни, посыл на победу над смертью, посыл на воскресение. Самое уникальное проявление армянского креста – это хачкары. Дословно, хачкар означает крест-камень. Это каменные стеллы с изображением креста, которые устанавливали по самым разным поводам, как надгробия, в память о военных победах, в честь строительства церквей и так далее. Особого внимания в армянском квартале заслуживает музей. В византийскую эпоху между IV и VII веками на Святой Земле были построены десятки армянских церквей. В 614 году многие из них были разрушены персами-завоевателями. Однако под развалинами почти идеально сохранились великолепные мозаичные полы. Сегодня одна из таких уникальных мозаик является центральным элементом музея. На ней сохранилась надпись на армянском языке «В память спасения армян, имена которых знает Господь». Эта надпись указывает на то, что эта мозаика украшала пол погребальной капеллы. Монастырь святых архангелов остается одним из самых тихих и закрытых мест армянского квартала. Во дворе монастыря растет оливковое дерево, с которым связано предание, согласно которому эта олива обладает чудотворными свойствами. В частности, вылечивает от бесплодия. Судя по ажиотажу со стороны мужчин, эта тема довольно актуальна.
Армянский квартал живет своей жизнью. Из 4 кварталов старого города он самый маленький и самый малонаселенный. Сегодня здесь проживают 200 армян, 20 священнослужителей и порядка 100 семинаристов. Армянский квартал не ориентирован на туризм и не пытается быть понятым извне. Здесь жизнь идет для своих, по внутренним правилам. Когда ты выходишь отсюда обратно в старый город, разница ощущается сразу.